В марте 2018 года я закончил свой третий альбом «Скульптура». И на тот момент я понял очень важную вещь для себя, что для меня нет ничего важнее в музыке, чем творчество. Вся эта суета вокруг гитары, все эти лики, фразы, работа над техникой, что-то кого-то подсмотрел, снял, попробовал, вся эта движуха с аппаратом, с усилителями, покупка новых гитар, все это приобретает смысл только тогда, когда я занимаюсь творчеством. Но я не мог работать без идеи. Так как я мыслю альбомами, мне нужен был замысел этого самого альбома. И он не заставил себя ждать. Где-то вот в этот же период я купил себе свой первый синтезатор. И очень вдохновился его звуком. И вообще всем, что происходит вокруг этого волшебного мира аналоговых синтезаторов. И я решил использовать все эти звуки для того, чтобы создать путешествие в воспоминания о мире, которого не существовало. Этот альбом, он из всех альбомов, которые я делал, наиболее отражает меня и мое вдохновение, которое я испытывал от просмотра фильмов, от игры в какие-то свои старые детские консоли, когда был ребенком. То есть все то вдохновение, которое я испытывал еще задолго до того момента, как начал заниматься музыкой. И этот альбом, он самый искренний из всех, что я делал до этого. По своей сути, я человек ностальгирующий. И меня очень вдохновила эта идея взять и целиком отдаться полностью этому чувству в своей музыке. Этот альбом получился очень кинематографичным. Это, по сути, музыкальная картинка. И те люди, кто хоть как-то знаком с культурой 80-х годов, они услышат в этом альбоме очень много знакомого. Не говоря уже о тех людях, которые, в общем-то, выросли на этом и познакомились с этим всем в детстве. Обложка альбома – это очень важная часть концепции. Дело в том, что когда я был ребенком, у моего отца появился первый персональный компьютер ZX Spectrum. И я довольно много провел времени, играя в игры на этом компьютере. Мой отец, у него была очень большая база игр, и он очень серьезно занимался тем, что каталогизировал каждую дискету, очень тщательно подписывая ее, и у него была большая книжка, где были выписаны все игры, которые соответствовали каждой дискете. Мы отразили эту идею в дизайне этой обложки. Как бы выглядела эта дискета, если бы была у моего отца, и он бы сам ее подписал. А диски эти были очень интересные, они были большие и мягкие и тонкие. Альбом получился непродолжительным, примерно 35 минут. Но на самом деле это не имеет никакого значения, потому что каждая секунда на этом альбоме, она выверенная. Там нету ни одной лишней ноты, ни одной лишней части и партии, в которой был бы не уверен. Этот альбом – это очень яркая, насыщенная и вдохновенная музыка.